Всех приветствую! Это EVE Online. Вселенная, в которой тысячи звездных систем, тысячи капсулиров, даже десятки тысяч капсулиров. Живая торговля. Капсулиры строят корабли, добывают минералы, воюют друг с другом огромными флотами и несут такие же огромные потери, исчисляемые сотнями миллиардов иск. Начинается наш путь с покупки омега-статуса для нашего аккаунта, так как в первую очередь мы будем изучать торговлю в EVE Online. Торговля в EVE Online, она возможна в принципе только при омега-статусе, потому что в отличие от того же Albion Online, торговля здесь имеет зависимость от торговых навыков. Торговые навыки на уменьшение комиссии, на уменьшение налога на продажу, на возможность изменять ордера удаленно, не находясь на станции, в которой размещен ордер. И все эти прекрасные навыки работают только при активном омега-статусе. В первую очередь мы проходим карьерных агентов. Это занимает порядка 3-4 часов и даст нам порядка 17 миллионов иск. Карьерных агентов можно проходить у каждой фракции. Соответственно, при каждом прохождении вы будете также получать в общей сложности порядка 17 миллионов иск. Но в нашем случае мы делать этого не будем, потому что это занимает время и довольно-таки скучно повторять одно и то же. Как и у всех, у нас есть план. И план у нас зашибись. На деньги, полученные от карьерных агентов, мы покупаем себе фрегат Тристан и начинаем летать в бездны нулевого уровня. Заканчиваем 5-6 бездн, возвращаемся в Житу, продаем лут и на эти деньги, на полученные деньги, встаем в первые торговые ордера. Далее опять летим в бездны, 5-6 бездн, возвращаемся в Житу. Смотрим уже выставленные торговые ордера, где-то что-то нужно скорректировать, где-то перевыставить ордер, где-то выставить в продажу то, что у нас скупилось. И также мы выставляем новые торговые ордера. И так мы повторяем. Для прохождения бездн мы взяли фит, который в открытом доступе. Фит основывается на активной шилдовой танковки с наличием МВД. Фит после первых 2-3 бездн мне не понравился. Не понравился фит тем, что отсутствует капостабильность. Кап у нас заканчивается. Также не понравилось то, что танковки не хватает для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому фит заменили на пассивную танковку, где большое количество щита, большие резисты этого самого щита. И после этого бездны можно проходить практически с закрытыми глазами. Зашли в бездну, увидели лут, летим к луту, выпустили дронов. Все. Ни разу за 30-40 бездн щит не пробили. Фит очень комфортный, фит очень удобный. Касательно начальных торговых позиций. Нас привлекает все, что быстро оборачивается, имеет большой объем продаж и стоит очень дешево, потому что начального капитала у нас нет совсем. Под эти критерии я выбрал дешевые корабельные модули, дешевые бустеры и некоторые позиции для ведения производственной деятельности, о которых я расскажу в следующем видео. Также стоит учитывать, что для полноценной торговли нам нужны навыки. Навыки в EVE Online, нужные нам торговые навыки, стоят иск. Сами книги обучения, они стоят иск. На начальном этапе их стоимость довольно-таки высока. И поэтому параллельно с выставлением торговых ордеров, параллельно с увеличением ассортимента,
нам нужно держать в голове то, что на эти навыки также нужно откладывать и в кратчайшие сроки их приобретать. Несколько слов о торговле в EVE Online в целом. Торговля в EVE Online отличается от торговли в том же Albion Online. В Albion Online торговля для всех. Вы проходите обучение, у вас есть мул и там 20-30 тысяч серебра. Все, вы готовы торговать. Единственное, что дает премиум аккаунт в Albion Online, это снижение налога при продаже с 8% до 4%, что является очень существенным, но в целом на очень большой круг позиций не оказывает никакого влияния. Вы можете торговать и без премиум аккаунта, о чем, кстати, на канале есть видео, серия видео. В EVE Online торговля немного другая. Во-первых, в торговлю есть входной порог. Входной порог — это, безусловно, оплаченный Омега аккаунт с прокачанными на нем навыками для торговли. Навыки для торговли, они стоят определенных иск, что на начальном этапе довольно-таки много. Там в общей сложности все нужные навыки стоят, по-моему, там 70 или 80 миллионов иск. Но дело даже не в этом. Дело в том, что все эти навыки нужно вкачивать. Вкачивать эти навыки довольно-таки долго. Но, тем не менее, торговля в EVE Online — это тот вид деятельности, который для большинства игроков дает наибольшую прибыль при минимальном риске и при минимальных затратах. Что у нас в планах на ближайший месяц? К концу месяца нам нужно заработать с нашей торговой деятельности порядка 10 миллиардов иск. То есть с этих 10 миллиардов иск мы оплатим Омега статус на следующий месяц. Оставшиеся иски пойдут в увеличение оборота, увеличение торгового оборота. Также нам нужно будет в определенный момент прекратить заниматься безднами и начать заниматься миссиями, потому что миссиями для увеличения отношения к фракции, к Калдаре, потому что торгуем мы на их станции, и чем лучше их отношение к нам, тем меньше у нас налог на продажу на этой станции. Соответственно, в какой-то момент мы начнем активно грабить миссии 1, 2, 3, 4 уровня. На данный момент мы начинаем торговлю в Жите, но в будущем торговлю можно будет организовать и в других торговых хабах. Это Амар, Дадиксия и, по-моему, Хейматар. Объем торговых операций в них несравнимо ниже. Также в них не совсем работает схема торговли в Жите, когда мы покупаем и здесь же продаем. А торговля в других торговых хабах строится, в принципе, на двух видах деятельности. Первый вид — это когда мы закупаем в Жите, отвозим в торговые хабы и продаем там с наценкой большей, чем в той же самой Жите. Второй вариант — мы покупаем что-то в торговых хабах, везем в Житу и продаем в Жите по стандартной цене, но за счет того, что мы покупаем в торговых хабах дешевле, чем в Жите, мы получаем свою долю прибыли. Также в будущем, в ближайшем будущем, мы активно начнем скупать контракты. Контракты на разные производственные штучки. Это контракты на импланты, контракты на корабли, на определенные модули. Все, что приносит нам прибыль. В целом, можно спокойно покупать контракты в Жите и производить все это же около Житы, буквально в одном рыжке от Житы. И получать очень неплохую прибыль с этого. Все это мы подробно рассмотрим в будущих видео. Будем закупать чертежи, будем закупать материалы. Часть материалов мы будем закупать сразу с сел-ордеров.
Часть материалов мы будем закупать через buy-ордера. Потому что, в принципе, разница на большинство закупаемых материалов довольно существенная. Также все это мы будем производить не в жите, не на станции жита 4.4, а, соответственно, в одном прыжке от житы, потому что разница в стоимости производства на станции жита 4.4 и на какой-то частной станции, которая принадлежит другим игрокам, очень существенная. Об этом я подробнее расскажу в будущих видео. Мы все осмотрим, запишем, посчитаем и изучим. На этом наше вступительное видео по EVE Online подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам и вместе мы будем дальше изучать торговлю в мире EVE Online. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.